Глава 266. Ожесточенная битва. На стороне Хань Ли было 9 культиваторов в стадии заложения фундамента и более 60 учеников в стадии концентрации ци. Хотя они были немного слабее, чем их противники, у них была формация 4 демонов, так что они не были полностью беззащитными. В результате, когда Сюань Юэ вызвал всех, Хань Ли и другие культиваторы прятались возле формации и наблюдали за передвижением врага. В этот момент Хань Ли смог взглянуть на атакующих учеников дьявольского Да. Все они были в красных или желтых одеждах. Кажется, они были культиваторами из 2 сект. Спереди всех стояла молодая женщина с обычной внешностью и в красной форме, и пожилой мужчина в желтой мантии, которому, казалось, было около 70 лет. Уровень их культивации не был чем-то выдающимся, а она всего лишь на ранней стадии заложения фундамента, он — на поздней. Они разговаривали друг с другом с легкой улыбкой на лице. Будьте осторожны. Это люди из секты Дьявольского Пламени и секты Небесных Демонов. Лу Тиньмэн был единственным, кто уже сталкивался в бою с культиваторами Дьявольского Да, поэтому он сказал это, чтобы предупредить остальных культиваторов, как будто он испытывал большой страх по отношению к людям из этих 2 сект. Когда Хань Ли и другие культиваторы услышали это, их выражения, естественно, стали более серьезными. В этот момент молодая женщина в красном перестала болтать, повернула голову и безразлично произнесла несколько слов. Поскольку Хань Ли и другие были слишком далеко, они не могли слышать, что она сказала. Но было видно, что ее слова заставляли культиваторов в красной одежде, которые стояли позади молодой женщины, двигаться вперед, а затем медленно спускаться к основанию формации. В этот момент старик в желтой мантии молча махнул рукой, и его культиваторы в желтой одежде превратились в полоски желтого света, которые направлялись к формации 4 демонов. Находившиеся в пределах формации, Хань Ли и другие неосознанно задержали дыхание и с нетерпением достали свои магические инструменты. Культиваторы в желтом, естественно, не стали безрассудно атаковать прямо в формацию. Вместо этого они остановились примерно в 100 метрах от формации и свирепо бросили свои магические инструменты в нее. При столкновении с магическими инструментами разных цветов стены формации поразила волна взрывов, в результате выражения лиц культиваторов 7 сект слегка изменились. Половина из вас выйдет наружу, чтобы разобраться с культиваторами секты Небесного Демона. Вы не должны позволить им разрушить великое образование. Другая половина — будьте осторожны с культиваторами секты Дьявольского Пламени. Отдал приказ Сюань Юэ из секты Маскирующейся Луны. Затем маленький белый меч вылетел из формации, превратившись в полосу белого света, и врезался в летающую саблю и другие магические инструменты. Услышав эти слова, команда культиваторов последовала за Сюань Юэ, а также выпустила несколько собственных магических инструментов, препятствуя большей части инструментов противника. Хань Ли, естественно, был одним из этих людей. Своим безупречным мастерством он выпустил золотые лезвия, чтобы сформировать сеть золотого света, заманив в ловушку длинный лазурный инструмент — магическое копье. Поскольку Хань Ли решил сразиться с владельцем магического инструмента, который имел такой же уровень культивации, как и он, битва казалась чрезвычайно напряженной, хотя на самом деле Хань Ли легко контролировал ситуацию и мог наблюдать за происходящим в других местах боя. Кажется, ситуация была под контролем, культиваторы со стороны Хань Ли были в основном учениками стадии концентрации ци. Их магические инструменты не могли конкурировать с инструментами врагов. Только объединившись по 5-6 человек, они едва могли справиться с одним культиватором в стадии заложения фундамента противника. Но поскольку они находились под защитой великой формации, эти культиваторы могли уклоняться от атак и избежать смерти. Что касается других культиваторов в стадии заложения фундамента, то они, естественно, были такими же, как Хань Ли, каждый из них блокировал нападение культиваторов в желтой одежде. Так вот в чем сила 6 сект Дьявольского Да. Хань Ли почувствовал, что это немного странно. Если сила их врага была на таком уровне, то защитить рудник духовных камней было большой проблемой. Пока он думал об этом, культиваторы из секты Дьявольского Пламени прибыли к формации 4 демонов. Естественно, Лу Тиньмэн и другие сразу же обратили на них внимание. Несколько более молодых культиваторов 7 сект были готовы к действию. Культиваторы в красном не сразу вступили в бой. Вместо этого они стояли в странном образовании. Затем все они одновременно вытащили огненно-красное знамя с золотым вороном, парящим под солнцем, которое стало испускать красный свет. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это был необычный объект. Нехорошо. Эти люди — культиваторы дикого пламени. Они хотят выпустить лазурное пламя солнечного дьявола. Быстро заблокируйте их. Когда Лу Тиньмэн увидел, что культиваторы в красном действуют так спокойно, у него появилось плохое предчувствие.
Когда они приняли боевой строй, и каждый достал знамя, он вдруг вспомнил удивительную сцену, свидетелем которой он стал в тот день, когда сражался в великой битве против 6 сект. Так что он тут же прокричал это своим товарищам. Этот культиватор с горы духовного зверя мгновенно выскочил из строя и поспешно потянулся к своей сумке, сразу же выпустив 2 сороконожки длиной около метра. 2 эти сороконожки были покрыты зловещими черными и желтыми полосками и имели темно-зеленые, полупрозрачные крыльями. Под командованием Лу Тиньмена они обвили людей в красных одеждах. Хотя другие культиваторы из 7 сект, которым еще предстояло действовать, не знали, что такое культиваторы Дикого Пламени и лазурное пламя Солнечного Дьявола, но, услышав этим слова, они поняли, что, поскольку это сбило с толку их спокойного капитана стадии заложения фундамента, дело было очень серьезным, и они тут же, без колебаний, последовали его приказам. Остальные культиваторы стадии заложения фундамента внимательно следили за Лу Тяньмэном и также отправили свои магические инструменты следом за его 2 сороконожками к культиваторам в красной одежде. В этот момент более 10 культиваторов Дикого Пламени все еще держали большие знамена, совершенно не двигаясь с места, не обращая внимания на атакующих культиваторов. Это сильно удивило Лу Тиньмэна и других культиваторов. Самыми первыми, кто оказался рядом с культиваторами секты Дьявольского Пламени, была одна из 2 летающих сороконожек. Она раскрыла пасть и стала беспощадно распылять ядовитый, темно-зеленый газ. Но в этот момент произошло нечто шокирующее. Внезапно из тела огромной сороконожки, распыляющей ядовитый газ, мелькнуло несколько тонких полосок серебристого света. Затем ее тело распалось на части, разрезанное этими полосками света. Культиваторы 7 сект еще не оправились от увиденного, как эта же участь постигла другу сороконожку. Выражение лица Лу Тиньмэна тут же изменилось, и он поспешно перестал двигаться. Затем он достал маленький щит и закрыл им свое тело. Потрясённые увиденным, несколько культиваторов позади него также достали защитные магические орудия и защитные талисманы, опасаясь, что их ждет тот же конец, что и сороконожек. Однако произошло нечто еще более возмутительное, когда магические инструменты, которые следовали за сороконожкой, начали атаку, перед ними появилось множество тонких серебряных струн, которые тут же обернулись вокруг них, не давая возможности двигаться. Культиваторы 7 сект, которые только что покинули Великое Образование, с тревогой посмотрели друг на друга. Через мгновение они уже не знали, что делать. Быстро используйте технику духовного света. Перед теми культиваторами в красном есть другие, скрытые каким-то тайным искусством маскировки. Один из культиваторов, который потерял свой магический инструмент, прокричал это в шоке. Благодаря этим словам до остальных культиваторов все сразу дошло. Тем не менее, только культиваторы стадии заложения фундамента могут использовать технику духовного света. Ученики стадии концентрации Ци могли только беспомощно наблюдать. Хань Ли также использовал технику духовного света, чтобы посмотреть на это место. При виде этого он был сильно шокирован. Теперь, когда ему напомнили использовать технику духовного света, он увидел несколько нечетких белых силуэтов перед культиваторами секты Дьявольского Пламени, которые держали знамя. Эти силуэты держали в одной руке длинные сабли, а другой управляли тонкой серебряной нитью, удерживая магические инструменты. После того, как Лу Тиньмэн и другие культиваторы обнаружили белые силуэты, они без колебаний стали атаковать их всевозможными магическими инструментами и магическими техниками, подавляя белые силуэты. Тем не менее, эти белые силуэты стояли крепко. Независимо от того, какой магический инструмент или магия использовалась на них, они, казалось, не причиняли большого вреда белым силуэтам, как будто у них просто были бессмертные тела. Но, к счастью, белые силуэты могли использовать только одну руку для атаки, а другую, чтобы опутывать инструменты. Немного осторожного уклонения со стороны 7 сект, и они нейтрализовали технику атаки белых силуэтов. Что это за хитрость? Хань Ли воскликнул с большим удивлением. Эти силуэты, очевидно, не были обычными людьми. Могут ли они быть усовершенствованными, жертвенными призраками? Размышляя над этим, он совсем не следил за действиями золотых кинжалов. Это беззаботное отношение окончательно оскорбило культиватора секты Небесного Демона, по мере того, как культиватор управлял лазурным копьем, сражаясь с золотыми кинжалами. Хань Ли бесшумно похлопал по своей сумке. Внезапно оттуда вылетела непрерывно вращающаяся белая сфера. После того, как эта сфера высвободилась, она выросла до размеров комнаты, а затем метнулась прямо в голову Хань Ли. Несмотря на то, что Хань Ли уделял мало внимания своему врагу, разве он мог не заметить подобных действий? Он спокойно взмахнул рукой в воздухе, и полоса лазурного меча длиной несколько метров вылетела из его руки в сторону сферы. Полоска меча врезалась в сферу и не могла двигаться дальше. Затем Хань Ли вытащил тиски черного дракона из своей сумки. Полоска меча была в тупике из-за того, что была заблокирована сферой.
Это очень рассердило культиватора секты Небесного Демона, но у него не было другого выбора на данный момент. Нехорошо. Вопль Лу Тиньмена заставил сердце Хань Ли вздрогнуть. Он поспешно посмотрел в сторону и заметил, что культиваторы в красном прекратили скандировать. В то же время они подняли свои знамена в воздух. Вершина знамен начала испускать лазурное пламя. Итак, это и есть лазурное пламя солнечного дьявола. Хань Ли широко распахнул глаза от удивления и уставился на лазурное пламя, чувствуя себя немного обеспокоенным. Увидев, что противник заканчивает подготовку своей техники, сердце Лу Тиньмена ушло в пятки. Тем не менее, он ни на дюйм не сдвинулся с места против белых силуэтов перед ним. Глава 267. Выставляя на показ силу дьявольского пламени. Отступаем. Все отступаем к великой формации. Лу Тиньмен закричал в минуту отчаяния, увидев, что лазурные языки пламени на знаменах становятся все толще и толще, а затем приказал отступить назад. Услышав это, культиваторы рядом с ним инстинктивно последовали за своим капитаном и немедленно отступили. Сюань Юэ, не колеблясь, также приказал отступать. Однако культиваторы со стороны Хань Ли, кроме нескольких культиваторов, которые имели устойчивое преимущество и могли отступить в любое время, все были заняты сражением с ожесточенными противниками и не имели возможности сбежать. Противник Хань Ли также совершил жестокое нападение, пытаясь задержать Хань Ли. Однако Хань Ли холодно рассмеялся. Вернув остальные магические инструменты, он выбросил белый чешуйчатый щит, решительно заблокировал атаки противников и легко вернулся в великое образование. Культиваторы секты Небесного Демона могли только горько наблюдать, оставаясь за пределами формации. Увидев, что более половины его подразделения застряли за пределами формации, не в силах убежать, Сюань Юэ начал сражаться еще более отчаянно, понимая, что ситуация была не из лучших. Но как только он двинулся вперед, чтобы помочь другим культиваторам, Лу Тиньмен мгновенно оттащил его назад. Уже слишком поздно. Лазурное пламя солнечного демона уже призвано. Воскликнул Лу Тиньмен с мрачным выражением лица, качая головой. Услышав это, Хань Ли наконец заметил, что между знаменами культиваторов в красном уже вспыхнуло лазурное пламя. Около 10 огненных колонн выстрелили в воздух, соединяясь в гигантский лазурный огненный шар с десяток метров в диаметре. Он парил в воздухе и был невероятно удивительным. Это. Уставившись на него, Сюань Юэ хотел что-то сказать. Однако, следующие действия этих культиваторов в красном немедленно заставили измениться его выражение лица. Они направили кончики своих знамен на оставшихся за пределами формации культиваторов 7 великих сект. Мгновенно огромный огненный шар рассыпался на несколько мелких огненных шаров шириной около метра и выстрелил прямо в этих культиваторов. Скорость этих лазурных огненных шаров была невероятно пугающей. В мгновение ока они уже оказались перед культиваторами 7 великих сект. Естественно, эти люди давно заметили трансформацию большого огненного шара. Все они инстинктивно воспользовались своими магическими инструментами, чтобы защититься от атаки этих огненных шаров. Некоторые воспользовались магическими, даосскими талисманами, пытаясь сбить их. Независимо от того, были ли это магические инструменты или даосская магия, как только они столкнулись с лазурным огненным шаром, они сгорали как мотыльки в огне. При виде этого лица всех культиваторов стали белыми как снег, прежде чем они смогли осознать произошедшее, эти огненные шары врезались в них. Их защитные барьеры и другие подобные магические заклинания были полностью уничтожены при контакте с ними. Более того, их тела мгновенно превратились в ничто под этим демоническим пламенем, не оставив ни единого следа. Остальные культиваторы, которые еще были за пределами формации, но огненные шары еще не достигли их, не осмелились больше колебаться. Они бросали свои магические инструменты и пытались сбежать к великой формации, получая смертельные ранения от культиваторов секты Небесного Демона. Таким образом, среди 7 великих сект, которые защищали этот рудник духовных камней, погибли почти 10 учеников на стадии концентрации ЦИ и 1 культиватор стадии заложения фундамента. В первый раз столкнувшись с врагом, их потери были очень велики, однако мощь лазурного пламени дьявольского солнца не ограничивалась этим. Под контролем культиваторов в красном эти голубые, огненные шары снова превратились в единое целое, направляя огромный шар в сторону формации 4 демонов. Лица тех, кто находился под защитной формацией, мгновенно изменились у всех, и их охватил ужас. При виде этого Сюань Юэ нахмурился и прямо спросил Лу Тяньмена, старший боевой брат Лу, что с этим лазурным пламенем. Как культиваторы стадии заложения фундамента могут создавать такой ужасающий истинный огонь? Наша формация выдержит его, верно? Лу Тяньмен горько рассмеялся в ответ.
Однако, увидев, что все другие культиваторы внимательно наблюдают за ним, он мог только беспомощно объяснить: честно говоря, когда я сражался на фронте, я только раз встретился с этим лазурным пламенем. И я не могу знать, сможет ли выдержать наша защитная формация его атаки. Я слышал от старшего, что эта техника под силу только культиваторам дикого пламени. И каждый раз, когда они ее используют, они платят жестокую цену за это, понижая тем самым свои магические способности. Вот почему от нее так трудно защищаться. Эти слова Лу Тиньмена заставили Сюань Юэ и других культиваторов в панике переглянуться между собой. В это время яростные языки лазурные пламени достигли ограничения великой формации, раздался низкий грохочущий звук, похожий на взрыв, который сразу привлек внимание всех присутствующих культиваторов. Они увидели, что потоки лазурного пламени беспрерывно врезаются в защитную формацию, заставляя световой барьер постоянно дрожать. Тем не менее, в конце концов, он заблокировал эти устрашающие демонические пламенные потоки. Культиваторы внутри формации вздохнули с облегчением. Однако Хань Ли и другие успели надолго расслабиться, как сразу же оказались на грани. Это было потому, что их барьер начал медленно затухать под повторной атакой свирепых лазурных потоков. Это был очевидный признак того, что великая формация вот-вот сломается. Хотя под градом валил с этих культиваторов в красном, казалось, у них еще были силы, что продержаться какое-то время. Все культиваторы внутри формирования стали ломать голову над тем, как выбраться оттуда, исходя из информации, полученной от других культиваторов, охранявших рудники, которые попали в засаду. Секта Дьявольского Да хотя и не убивала культиваторы из 7 сект, но их немедленно переправляли врагам. Неизвестно, что Дьявольская Да планировала делать со своими заложниками. Однако ненависть, которая существовала между 7 сектами и 6 сектами Дьявольского Да после их последовательных битв, можно было сравнить с глубоким морем. Как обе стороны могли хорошо относиться к своим заложникам? Беспокойство об этом особенно усилилось, поскольку противник часто практиковал технику извлечения человеческой души. Все культиваторы 7 сект боялись этого, таким образом, никто бы не поднял вопрос о капитуляции. Я знаю туннель, который ведет прямо к месту в 10 милях отсюда. Этого должно быть достаточно для того, чтобы мы смогли спастись. Со спокойным выражением лица сказал старик Юйсин, который охранял этот рудник 10 лет. Словно огромный валун, брошенный в воду, эти слова мгновенно потрясли Сюань Юэ и других культиваторов, приведя их в сильное возбуждение. Боевой брат Ю, это действительно так. Отлично, теперь мы можем наконец сбежать. Мы спасены. Культиваторы из 7 сект, которые изначально паниковали, внезапно оживились и могли сдержать свою радость. Хань Ли тоже был счастлив. В конце концов, у него не было способа противостоять это дьявольскому пламени. Даже если бы он приложил к этому все свои силы, он бы не знал, с чего начать. Сюань Юэ и Лу Тиньмэн сдерживали свое волнение и, убедившись в правдивости существования тоннеля со слова Юйсина, замерли на мгновение, прежде чем отдать приказ об отступлении. Им не нужно было беспокоиться о руднике духовных камней. Самое большое, что мог сделать враг, разрушить вход в рудник, остановив на время добычу духовных камней. Культиваторы Дьявольского Да не забирали с собой духовные камни. Даже смертные, которые работали в руднике, выходили целыми из боя. Таким образом, все, что им нужно было сделать, это не дать себя уничтожить и ускользнуть. Под руководством Юйсина, Хань Ли и другие 50 культиваторов, охранявших шахту, вошли в подземный туннель в каменной шахте. Однако, как только они вошли в подземный тоннель, все почувствовали, что весь каньон задрожал. «Формация пала!» — воскликнул Сюань Юэ. Все культиваторы в одно мгновение ускорились еще больше. Пространство внутри тоннеля освещалось множеством лунных камней в руках культиваторов. Глядя на стены пещеры, можно было сказать, что это было сделано человеком. Это удивило всех культиваторов. Юйсин объяснил, что туннель изначально представлял собой чрезвычайно длинную дуговую каменную вену. Она была создана шахтерами, когда они продвигались по вене, добывая духовные камни. В конечном итоге они прорыли еще один выход. К счастью, этот тоннель остался, Юйсин помнил его. В противном случае, им действительно было бы некуда бежать, эти слова заставляли других культиваторов постоянно кивать головами в знак согласия. Однако, в этот момент тоннель внезапно начал трястись. Спустя несколько грохочущих взрывов, он начал медленно разваливаться. На испуганных культиваторах стали падать кучи грязи и огромных камней, хороня их заживо. Весь подземный мир снова потемнел. Спустя много часов в каменной стене естественной подземной пещеры неожиданно образовалась большая дыра. Затем из нее выскочил похожий на ящерицу кукольный зверь, вытянув голову, чтобы осмотреть обстановку. Затем он запрыгнул обратно в отверстие.
По прошествии времени, необходимого для того, чтобы приготовить еду, из каменной стены выскочил механический зверь, напоминающий ящерицу, только в этот раз за ним выполз человек. Это был никто иной, как Ханли, который столкнулся с обвалом, но сумел пережить катастрофу. Ханли встал и оглянулся по сторонам. На его лице была радость. Он только что получил новую жизнь. Глава 268. Белый паук. Ханли сейчас находится в пещере со сталактитами, открытой со всех сторон. Хотя он не знал, насколько она большая, она определенно не могла быть маленькой. Оглядевшись по сторонам с лунным камнем в руке, Ханли пришел к такому выводу. За доли секунды, когда туннель начал рушиться, Ханли быстро активировал свой защитный барьер. В результате, хотя он был глубоко под землей из-за серии подземных толчков, он все еще мог свободно дышать и передвигаться. Однако подземные толчки были слишком сильными, поэтому Ханли больше не знал, где он находится, и не мог определить направление. У него не было другого выбора, кроме как высвободить несколько марионеток-ящериц, которые у него были при себе, и заставить их найти выход. В этот момент он почувствовал огромное сожаление, что не изучил ранее технику земляного уклонения. Если бы он это сделал, он мог бы просто плавно перемещаться под землей. Теперь ему оставалось только медленно ползти вперед. Идею о том, чтобы использовать магический инструмент, чтобы открыть проход, Ханли полностью отверг сразу же, как подумал об этом. Поскольку он не знал четкого маршрута, в нынешних условиях небрежное использование магической силы было бы неразумным. Кроме того, использование магических инструментов под землей было действительно слишком опасно. Одно неверное движение, и все пойдет прахом. Таким образом, Ханли решил использовать несколько марионеток и обыскал все в определенном диапазоне не один раз, прежде чем выбрать наиболее вероятный маршрут, чтобы сбежать. Спустя несколько долгих часов унылого ползания он, в конце концов, достиг этой таинственной пещеры со сталактитами. Теперь он мог немного расслабиться, ощущение того, что он выжил, было поистине невообразимым. Ханли повернул голову, чтобы посмотреть на дыру, из которой только что выполз. Он был уверен, что есть и другие, которым также удалось выжить, когда они оказались в ловушке под обрушившимся туннелем, но нашли ли они путь, чтобы выбраться, было трудно сказать, поскольку они попали в воздухонепроницаемую зону. Даже если они были культиваторами стадии заложения фундамента, они не смогли бы продержаться очень долго. У учеников стадии концентрации еще меньше шансов выжить, однако, пока Ханли радовался своему успеху, он чувствовал себя немного озадаченным. Как могло случиться, что вскоре после того, как они вошли в туннель, он обрушился? Неужели дьявольская Да подстроил это с помощью призраков? Ханли чувствовал, что эта догадка была, скорее всего, верной. На поверхности культиваторы дьявольского Да только что полностью разгромили вход в каменную шахту с помощью своих магических инструментов. Снаружи рудника старик в желтой одежде посмотрел на женщину в красном и с сожалением сказал: «Младшая боевая сестра Лянь, ты слишком серьезно относишься к этой небольшой проблеме. Чтобы выловить нескольких бездомных собак, ты использовала талисман землетрясения, чрезвычайно редкий талисман среднего ранга. ГМ. От меня, Лянь Фейхуа, скрыться не так легко. Хотя разрушение этого рудника — всего лишь незначительная миссия, меня воротит от одной мысли о том, чтобы позволить им сбежать». Женщина в красном слегка искривила рот, не обращая на это внимания. Когда мужчина в желтой одежде услышал это, он не знал, смеяться или плакать. Эта попытка оправдать использование такого редкого талисмана была слишком смешной. Но даже в этом случае она была единственной дочерью мастера дьявольского пламени, а он был всего лишь рядовым учеником секты Небесного Демона. Лучше ему было не ввязываться в ее дела. С этой мыслью старик зажмурился и замолчал. Вскоре после этого рудник был полностью уничтожен культиваторами дьявольского Да. Спустя какое-то время они скрылись за горизонтом. Через день этой же самой группой был совершен набег на огромный поселок 7 сект по выращиванию духовных растений, расположенный довольно далеко от этого места. Они украли все духовные растения, которые можно было использовать, и сожгли все саженцы своим лазурным огнем. Этот случай глубоко врезался в сердце высшего эшелона 7 сект. По сравнению с тем, что Ханли охранял, этот поселок был слишком значителен. Шахту легко было можно восстановить, а для восстановления украденных и сожженных растений потребуется несколько десятков лет. Верхний эшелон 7 сект послал несколько культиваторов, чтобы уничтожить ту варварскую группу. Но кто бы мог подумать, что противник встретится с подкреплением или что 7 сект понесут потери из-за засады. С такими непрерывными потерями 7 сект, естественно, не могла смириться. Немного восстановив свои силы, они начали вторую волну крупномасштабных сражений. Под землей Ханли наморщил лоб.
Наконец, он определил направление ветра в пещере. Он заставил своих кукольных зверей найти путь вперед, когда он пополз за ними. Спустя несколько десятков пещер, сталактитовые пещеры становились все больше и больше. В самой большой пещере могло свободно поместиться более 100 человек. Чем дальше он двигался, тем сильнее становился поток ветра, что вызывало у Хань Ли чувство большей радости. В конце концов, ветер был там, где была открытая поверхность. Когда Хань Ли вошел в новую пещеру, он столкнулся с 6 или 7 людьми. Это Юань Лэ, Лу Тиньмэн и другие культиваторы. Неожиданно Чжун У тоже был там. Когда они увидели Хань Ли рядом с 2 кукольными зверями, они были удивлены. Но вскоре после этого, когда Сюанье улыбнулся и хотел было что-то сказать, как откуда-то раздался жалостливый вой, в результате чего все невольно испытали страх. Не спросив ничего у Хань Ли, Сюанье и Лу Тиньмэн переглянулись между собой и бросились в направлении крика. Но никто не собирался опрометчиво рисковать, поэтому они тут же применили свои защитные магические техники и магические инструменты в качестве меры предосторожности. При виде этого Хань Ли немного колебался. В конце концов, он достал свой белый щит и медленно последовал за ним. Однако он не стал использовать защитную магию. Таким образом, он смог бы использовать как технику гравитационного полета, так и технику уклонения в случае необходимости. Он всегда считал, что в определенных случаях скорость важнее защиты. Пройдя через 3 или 4 большие пещеры, они достигли огромной сталактитовой пещеры и внезапно стали свидетелями ужасной сцены. В центре пещеры сверкающий, кристаллический белого паука шириной более 10 метров кусал изуродованный труп своими мощными челюстями. Труп был одет в белую одежду, было ясно, что он ученик сект маскирующейся луны, который сумел выжить после землетрясения. Рядом с трупом было 3 или 4 тщательно использованных магических инструмента. Однако позади паука был огромный духовой камень. Вокруг него была сооружена чрезвычайно древняя гексагональная транспортная формация. В стороне от транспортной формации, со скрещенными ногами, в воздухе левитировал разноцветный скелет. Его рука сжимала блестящий синий командный медальон, который слабо сиял. «Что это?» — спросил культиватор в стадии концентрации Ци, сглотнув слюну. Было неясно, спрашивал ли он об этом чудовищном пауке, транспортной формации или о скелете с командным медальоном. Естественно, никто не ответил. Возможно, голос этого человека потревожил паука, но монстр внезапно перестал есть. Он поднял голову и впился взглядом в группу, которая вторглась в его пещеру. В результате сердце Хань Ли и других культиваторов вздрогнуло. Они стали готовиться к битве. Но через мгновение паук снова опустил голову и продолжал поедать труп, не обращая внимания на толпу людей. Все переглянулись между собой в смятении. «Умри!» Когда культиватор секты маскирующейся луны увидел, что паук поедает его соученика, он почувствовал глубокую печаль в своем сердце и яростно метнул магический инструмент в монстра. Лу Тиньмэн и другие вздрогнули, проклиная неосторожность этого человека. Летающее копье врезалось в голову паука со звуком «дзынь». Монстр даже не пытался увернуться. Неожиданно паук повернулся. На нем не было ни малейшего следа повреждений. Кроме того, наконечник копья погнулся. Глаза других культиваторов чуть не выпадали из орбит. Наружный панцирь этого паука на самом деле был таким прочным, это было слишком невероятно. Все в атаку. Сюанье яростно взглянул на опрометчивого члена секты, и у него не было другого выбора, кроме как призвать всех к одновременной атаке. Это было потому, что этот паук уже перестал есть и медленно направился к ним. После этих слов в паука одновременно полетело более 10 магических орудий. Все они попали точно в цель. Хань Ли также бросил свои золотые кинжалы. В этот момент, под ослепительным огнем атак, тело паука полностью покрылось сияющим светом, как будто его уничтожили этими атаками. Однако вскоре сияние атаки магических инструментов потускнело. 5 или 6 магических инструментов более низкого ранга упали на землю, полностью потеряв свои духовные свойства. Когда Хань Ли и другие культиваторы увидели это, они побледнели от ужаса. Все они смотрели на свои магические инструменты. В конце концов, волшебные инструменты высшего ранга все еще были в хорошем состоянии. Однако они также понесли тяжелый урон. Что касается магических инструментов более низкого ранга, все они лежали на полу. В то время на пауке не было ни единого следа повреждения. Он неторопливо полз к ним. «Бежим!» Ли Тиньмэн и Сюаньюэ, переглянувшись между собой, одновременно прокричали это. Хотя эта транспортная формация и командный медальон вызывали у них любопытство, цена за убийство этого демонического монстра была слишком высока. Более того, возможность вернуться на поверхность была гораздо более важнее.
Но в это время белый паук раскрыл свою пасть, и оттуда полилась сверкающая белая жидкость. При виде этого у кого бы возникло желание прикоснуться к этой неизвестной жидкости? Все культиваторы одновременно разбежались по сторонам. Плохо дело. Ханьле в голову пришла мысль, и он тут же закричал. Другие культиваторы были слегка удивлены, они не до конца осознали, что произошло. Жидкость внезапно стала превращаться в огромную сеть. Паук плюнул эту жидкость на отверстие в пещере, и она превратилась в паутину. Ко всеобщему удивлению, она плотно запечатала вход, в который они только что вошли. Выражения лиц других культиваторов мгновенно изменились. В этот момент они поняли, что у этой сталактитовой пещеры был только один выход. Глава 269. Кроваво-красный. «Может быть, он хочет уничтожить нас одним махом?» — спросил Чжун-У с белым лицом. «ГМ». Сюань Юэ ничего не сказал и взмахнул рукой. 7-8 огненных шаров вылетели из его руки, выстрелив в густую паутину. Пиу-пиу. Паутина осталась совершенно нетронутой. Ни малейшего следа повреждения, однако никто не удивился. Они ожидали, что эта паутина совсем не так хрупка. В этот момент белый паук слегка поджал свои лапки и с силой бросился прямо в направлении Сюань Юэ всем своим телом. Выражение лица Сюань Юэ потемнело. Он бросил на землю желтый талисман, и сразу же после этого он беззвучно растворился в ней. Затем огромный каменный штырь резко пронзил брюхо паука во время прыжка. Паук был жестко приколот к потолку пещеры без возможности двигаться. «Отлично!» При виде этого Лу Тиньмэн радостно воскликнул. Затем он выбросил темно-зеленую сумку с отверстием, направив ее на паука, прибитого к потолку, источая слабый свет. В этот момент паук, оказавшийся в потолке пещеры, зашипел. Он подтянул ноги к животу и крепко схватился за каменный штырь, с силой стараясь избавиться от него. В пещере раздался грохот. Наконечник каменного штыря был расколот на множество кусков. Освободившись, демонический зверь сразу спрыгнул вниз. Сломав наконечник, его маленькие глаза замерцали зеленым светом, как будто он был возмущен. Спрыгнув вниз, он выпрямился и, казалось, снова собирался наброситься на культиваторов. Но в этот момент свет, высвободившийся из сумки, снес паука. Затем, со скоростью молнии, паук переместился в сумку, уменьшившись в несколько раз. Ханьле и другие на стороне были поражены. Такой, казалось бы, свирепый демонический паук на самом деле так легко был схвачен живым. В это было действительно трудно поверить. Лу Тиньмэн тоже был приятно удивлен. Хотя мощь его сумки Солнца и Луны была довольно значительной, она уже использовалась много раз, чтобы собрать большое количество демонических зверей. Несмотря на это, он все еще мог спокойно захватить этого паука, что вызвало у него большое удивление. Чувство радости разлилось во всем его сердце. Если бы он мог приручить такого демонического зверя, разве его сила не увеличилась бы в несколько раз? С этой мыслью, хотя Лу Тиньмэн успокоился, на его лице было выражение неописуемого счастья. Он нетерпеливо приманил к себе зеленую сумку, привлекая к себе всеобщее внимание. Другие культиваторы, естественно, знали, что такое живое демоническое зверье предназначалось для члена горы духовного зверя. Они были полны зависти. Однако, летающая сумка внезапно остановилась в воздухе и больше не двигалась. Лу Тиньмэн испугался и поспешно попытался вернуть свою сумку, приложив больше силы. Однако, сумка лишь покачнулась в воздухе несколько раз и не сдвинулась с места. Все поняли, что что-то было не так. И мгновенно пришли в себя. Поверхность кожаной сумки вдруг зашевелилась. Казалось, что демонический зверь пытался вырваться оттуда. Спустя какое-то время движение на поверхности сумки затихло, но вскоре после этого сумка раздулась и лопнула. Белый паук фактически силой уничтожил магический инструмент и восстановил свой изначальный размер. Освободившись из плена, демонический паук, казалось, стал ожесточеннее. Его сверкающее белое тело постепенно покраснело и начало отстреливать пугающими кроваво-красными лучами света. Он начал скрипеть своими челюстями. При виде этого Лу Тиньмэн и другие поспешно отступили на несколько шагов, планируя использовать взрывающиеся магические инструменты, чтобы увеличить расстояние между ними. Тем не менее, красно-красный паук выстрелил лучами белого света в сторону двух культиваторов, которые были дальше всех. Защитные барьеры этих двух культиваторов были уничтожены в мгновение ока вспышкой двух полос белого света. С одного удара их тела были разорваны на части. Среди этих двух культиваторов оказался тот самый уродливый человек Чжун.
К сожалению, он считал, что он находится в безопасности, поскольку находится дальше. При виде смерти этих двух культиваторов одним молниеносным движением паука, остальные, которые разбежались в разные стороны, побледнели от испуга и боялись предпринять какие-либо действия. Однако они опоздали. Тело демонического зверя уже вспыхнуло и превратилось в полосу кроваво-красного света, направляясь к культиватору дока трансформации сабли. Лицо этого культиватора стало смертельно бледным. Он стиснул зубы и метнул два черных кинжала в приближающегося паука. Но паук внезапно раскрыл свой рот и плюнул блестящей белой жидкостью в направлении метательных кинжалов, в результате чего они потеряли свою магическую силу и упали на пол. Затем он подскочил к этому культиватору и откусил ему голову. Безголовый труп, словно фонтан, забрызгал кровью во все стороны. Эта сцена привела в шок всех окружающих. Другие, включая Хань Ли, не могли больше колебаться ни минуты, а немедленно направили свои талисманы и магические инструменты, чтобы проломить ему голову. Однако, хотя тело паука стало кроваво-красным, он по-прежнему был таким же быстрым, как ветер. Внутри этой узкой пещеры магические инструменты и магические техники просто не могли быть достаточно быстрыми и ловкими. Спустя короткое мгновение еще два культиватора встретили свой жестокий конец в свирепых челюстях паука. Хотя один из них успел использовать разноцветный палантин, чтобы помешать продвижению паука, тот в мгновение окрасеял технику и убил его. Конечности этого паука и его челюсти были по-настоящему острыми. По своей силе они могли сравниться с магией высшего уровня или выше. В этот момент в живых остались только Лу Тиньмэн, Сюань Юэ и Хань Ли. Лица у всех троих стали бледными и были переполнены ужасом, и если бы они находились на открытой местности, то эти культиваторы не умерли бы так легко. В конце концов, с помощью летающих магических инструментов они определенно продержались бы дольше. Бум! Паук метнулся в сторону Лу Тиньмэна. Когда он пытался расколоть своим телом защитный барьер, черный объект внезапно помешал ему. Этот был плоский и круглый объект оказался маленьким щитом, но если присмотреться повнимательнее, на его поверхности появилась маленькая трещинка. Это действительно был удивительный щит. Помимо этой маленькой трещинки, поверхность щита совершенно не была повреждена. Это было действительно невероятно. Паук, видя, что его действие не произвело никакого эффекта, отпрыгнул от Лу Тиньмэна и направился в сторону Хань Ли. Холодное выражение лица Хань Ли несколько раз вздрогнуло. Его тело внезапно стало расплывчатым и тут же исчезло. Затем он появился на расстоянии более 20 метров. Это вызвало неожиданное удивление демонического зверя. Во время этой задержки Сюань Юэ достал маленькую желтую чашу и переместился к пауку. После того, как маленькая чаша вспыхнула желтым светом и расширилась, Сюань Юэ хлопнул ее дну, снова поймав паука в ловушку. Затем Хань Ли расширил тиски черного дракона до максимального размера и осторожно завис над чашей, опасаясь того, что паук сможет вырваться на свободу снова. Вы двое можете быть спокойны. Моя небесная чаша была усовершенствована с помощью медной эссенции. Он не сможет сбежать, объяснил Сюань Юэ Хань Ли и Лу Тиньмэну. Услышав это, Хань Ли немного расслабился и убрал когти черного дракона. Казалось, они были по-настоящему спасены. Тем не менее, Лу Тиньмэн подошел к медной чаше, несколько раз взглянул на нее и беспокойно покачал головой, сказав: «Это не так. Я чувствую себя незащищенным. Продолжайте использовать свою чашку, чтобы удержать паука, а я пока подготовлю магическое сокровище для его полного уничтожения». Услышав это, Сюань Юэ наморщил лоб, но он ничего не сказал. Хань Ли тем временем разглядывал транспортную формацию и командный медальон скелета. Немного подумав, он отошел в сторону и сел медитировать, скрестив ноги, не мешая двум другим. В этот момент Лу Тиньмэн достал талисман сокровища, который сверкал лазурным светом. Он крепко сжал его между ладонями, наполняя духовной силой. Было очевидно, что ученик поздней стадии заложения фундамента может намного быстрее активировать талисман сокровища. Спустя несколько секунд он разъединил ладони, и между ними появился маленький изящный жезл и обернулся его головы. «Ты готов? Я собираюсь выпустить демонического зверя». При виде этого Сюань Юэ с беспокойством спросил, продолжая контролировать чашу. «Я готов. Я легко убью вас обоих. Медальон большого смещения мой». Лу Тиньмэн широко открыл глаза, внезапно показал свои истинные намерения. Затем короткий жезл испустил множество лучей света. В одно мгновение 2 луча превратилось в 4, 4 в 8. Уже через несколько секунд их стало несколько сотен. Каждый из маленьких жезлов начал гудеть. Затем, под контролем Лу Тиньмэна, большинство жезлов метнулось в сторону Сюань Юэ в плотном строе, в то время как небольшая часть направилась к Хань Ли, пока он медитировал со скрещенными ногами.
Когда Хань Ли увидел это, его выражение слегка изменилось. Он сжал в руке талисман и уставился на приближающуюся опасность. Выражение лица Сюань Юэ было спокойным, как будто он вообще не обращал внимания на эту опасность. При виде этого гордое выражение лица Лу Тиньмэна замерло. Он внезапно вскрикнул «нехорошо» и собирался достать свой щит, однако внезапно земля под его ногами взорвалась. Затем рядом с ним пробилась полоса красного света. Внезапно тело Лу Тиньмэна упало на землю, разорванное на две части. Сразу после этого красный свет отскочил на некоторое расстояние и остановился. Неожиданно кроваво-красный паук сбежал из ловушки. Глава 270. Обезглавливание. Как только Лу Тиньмэн умер, магическая сила, поддерживающая несколько сотен маленьких жезлов, исчезла. В одно мгновение они растворились в воздухе и соединились в одно целое, образуя талисман-сокровище. Без владельца он просто упал на землю. В этот момент в пещере остались трое — Сюань Юэ, Хань Ли и кроваво-красный паук. Сюань Юэ беззвучно уставился на Хань Ли, не предпринимая никаких движений. Хань Ли взглянул на кроваво-красного паука, а затем посмотрел на Сюань Юэ. Затем он молча поднял руку и достал свой белый щит. Одновременно с ним появились 8 полос белого света, они высвободили марионеток. Выражение лица Сюань Юэ слегка вздрогнуло, затем он взмахнул рукой и вернул маленькую желтую чашку. Он бездумно сказал: «Я действительно не думал, что младший боевой Хань Ли на самом деле эксперт, владеющий техникой марионеток. Однако, кажется, ты не овладел этой техникой в совершенстве. У тебя так мало кукол, и ты считаешь, что можешь быть моим полноценным противником». Услышав это, выражение лица Хань Ли ничуть не изменилось. Он только холодно спросил: «Вы специально отпустили паука?» «Да». Сюань Юэ прямо признал это. Затем он взмахнул рукой, и появилась красная муслиновая мантия. «Разве тебя не волнует то, что тебя может убить этот демонический зверь?» Хань Ли холодно рассмеялся, облизнув пересохшие губы. «Хех, я умру против простого демонического зверя 4 класса», произнес насмешливо Сюань Юэ. Его лицо было переполнено презрением. «Независимо от этого, тебе придется немного поиграть с этим пауком. Надеюсь, ты сможешь сохранить свою жизнь». Сказав это, он накрылся муслиновой мантией. Хотя он был все еще там, запах от его тела полностью исчез. Хань Ли был слегка удивлен и несколько раз внимательно осмотрел мантию. В этот момент Сюань Юэ медленно отошел в угол пещеры с легкой улыбкой на лице. Казалось, он совсем не хотел сражаться с пауком. В голове Хань Ли тут же появились мысли о том, как он использовал свой плащ. Цвет лица Хань Ли тут же изменился, и он поспешно посмотрел на паука. Увидев, как кроваво-красный паук смотрит на него со зловещим блеском в глазах, он тут же услышал свирепый скрежет его челюстей. Казалось, он уже стал мишенью паука. Хань Ли задумался доли секунды, а затем метнулся в угол, где находился Сюань Юэ. Но как только кроваво-красный паук увидел движение Хань Линь, он снова сверкнул красным светом и направил его в Хань Ли. Тем не менее, он уже подготовил своих марионеток. Они тут же раскрыли свои рты, по очереди стреляя в приближающегося паука. Когда лучи света попадали на тело паука, он отскакивал назад. На данный момент он не мог преследовать Хань Ли. Когда Сюань Юэ увидел, что Хань Ли приближается к нему с большой скоростью, его сердце вздрогнуло. Он очень боялся техники молниеносного передвижения Хань Ли. Как он мог позволить Хань Ли приблизиться к нему так близко? Он тут же бросил свою желтую чашу в Хань Ли. Затем из его тела вырвалось сияние, и на его теле тут же появились огненно-красные кожаные доспехи. Поскольку муслиновая мантия была бесполезна, он тут же убрал ее. Когда Хань Ли увидел, что к нему приближается желтая чаша Сюань Юэ, он взмахнул рукой, и перед ним появилось маленькое зеркало. В это же время появился сияющий лазурный туман и сразу же вернул чашу в первоначальный размер, заставив его повиснуть в воздухе без движения. Лазурное зеркало статического равновесия. Тревожно вскрикнул Сюань Юэ. Это был знаменитый магический инструмент высшего ранга из его собственной секты. Естественно, он сразу же узнал его, вдруг Сюань Юэ запаниковал и начал беспорядочно метаться по пещере. Сначала он полагал, что его небесная чаша сможет заблокировать его противника на некоторое время. Однако это абсолютно не сработало. Как он мог не волноваться? К счастью, он был все еще в 30 метрах от Хань Ли. Сюань Юэ достал талисман ледяного шторма и выбросил его. Он сразу же превратился в множество ледяных пиков.
Он предположил, что, поскольку Хань Ли использовал свой белый щит для защиты, то щит замедлял его движение, давая Сюань Юэ достаточно времени, чтобы вытащить впечатляющий магический инструмент. Когда Хань Ли увидел шквал ледяных шипов, холодный свет вспыхнул у него в глазах, но он тут же взмахнул своей рукой, доставая маленький щит из сумки. В то же время он внезапно увеличил свою скорость. Его тело исказилось в ту же секунду и прорвалось прямо через шквал ледяных пиков без следов повреждения. При виде этого спокойное выражение лица Сюань Юэ полностью исчезло. Вместо этого цвет его лица стал мертвенно-бледным. В мгновение Хань Ли уже появился перед ним. Из-за недостатка времени на использование каких-либо магических инструментов, он мог только безумно влить всю свою духовную силу в огненные доспехи и надеяться, что оборонительной способности этого высокорангового защитного магического инструмента хватит, чтобы спастись. Увидев ослепительное сияние доспехов противника, кровожадность вспыхнула в глазах Хань Ли. Он тут же раскрыл рот и выплюнул черную иглу, которую заранее проглотил, чтобы выпустить в наименее ожидаемый для противника момент. Черная игла тут же со свистом пронзила воздух и врезалась в доспехи противника. В одно мгновение появилась полоска лазурного меча Ци, и через доли секунды Хань Ли уже стоял позади Сюань Юэ. Сюань Юэ безучастно стоял на своем первоначальном месте. Духовная Ци пробила доспехи на животе Сюань Юэ, образовав дыру размером с кулак. В ту же секунду его голова внезапно упала на пол. Сломав его доспехи, Хань Ли обезглавил противника лазурным мечом. Естественно, Хань Ли уже забрал его сумку. Хань Ли заглянул туда и почувствовал неописуемое чувство в своем сердце, он неожиданно смог убить культиватора на поздней стадии заложения фундамента. Ему было трудно поверить в то, что он только что это сделал, однако Хань Ли ясно понимал, что причина, по которой он смог убить Сюань Юэ, состояла в том, что он застал его врасплох и потому что Сюань Юэ был ограничен в своих движениях этой пещерой. Если бы это была обычная битва между культиваторами, Сюань Юэ абсолютно бы не дал, если бы между ними было расстояние в несколько сотен метров, он легко мог бы сражаться с Хань Ли при помощи магических инструментов. При этом техника движения Сюань Юэ была бы ничуть не медленнее, чем техника движения Хань Ли. Чтобы уничтожить доспехи этого человека, Хань Ли пришлось использовать одноразовый взрывной магический инструмент, усовершенствованный из незрелого рога черного водяного дракона. Он был уничтожен вместе с доспехами противника. Когда этот рог был усовершенствован, владелец магазина магических инструментов чувствовал сожаление. Если черный водяной дракон подрос еще на 20-30 лет, его рог можно было бы усовершенствовать в чрезвычайно мощный магический инструмент, и не было бы необходимости в том, чтобы производить одноразовый магический инструмент. Однако, благодаря тому, что с помощью этого магического инструмента ему удалось убить культиватора на поздней стадии заложения фундамента, этот предмет действительно стоил того. После того, как Хань Ли убрал лазурное зеркало статического равновесия и маленькую чашку, неожиданно раздался ряд всплесков. В результате чего он инстинктивно отреагировал, похлопав по своей сумке. В это же мгновение оттуда вырвались несколько кукольных зверей второго ранга и заблокировали продвижение паутины. Через несколько секунд куклы были разорваны на куски. В этот момент кровавый паук крови снова нацелился на Хань Ли. Хань Ли тут взмахнул рукой и высвободил тиски черного дракона максимального размера, остановив огромного паука в воздухе. Затем множество световых лучей его кукольных зверей выстрелили в тело демонического зверя. В конце концов, он был подавлен настолько, что не мог двигаться дальше. В момент отчаяния кроваво-красный паук снова выплюнул паутину. К счастью, Хань Ли уже видел, как демонический зверь использовал это ранее, так что его тело мгновенно переместилось, избегая атаки. Хотя кукольные звери и не могли избежать паутины, Хань Ли тут же убрал запутанных паутиной марионеток в свою сумку и вынул новых марионеток. Атака марионеток продолжилась без малейшей задержки. Хань Ли сначала хотел использовать талисман сокровища, но тут же отбросил эту мысль. В конце концов, использование защитных барьеров и магических инструментов было неэффективно против паука. Скорее всего, он бы был пойман в ловушку паутиной. Хань Ли вздохнул, не имея другого выбора, и мог только поддерживать свои атаки на паука. Он не мог позволить себе расслабиться ни на секунду. Через четверть часа случилось то, что предвидел Хань Ли. Тело паука постепенно стало терять свой цвет, а его панцирь стал покрываться трещинами. Было ясно, что истинная сущность демонического зверя почти исчерпана, что делает его неспособным использовать духовную силу для укрепления своего тела, чтобы противостоять атакам. В этот момент на лице Хань Ли появилась легкая улыбка. Паук, казалось, понимал, что его положение в этой битве стало плачевным, и попытался несколько раз сбежать с атак Хань Ли. Но его попытка прыгнуть к выходу из пещеры была мгновенно подавлена, несколько марионеток отбросило его своим светом.
В конце концов, его движения фактически были ограничены одним местом из-за постоянно меняющегося захвата Ханьли. Когда вся истинная сущность демонического зверя была исчерпана, он сжался в маленький шарик, не способный к контратаке. Ханьли вынул невероятно острый серебряный меч и сделал несколько шагов вперед, обезглавив паука. Как и ожидалось, хотя внешняя оболочка зверя была твердой, без какой-либо магической силы для укрепления ее тела, его защиту было легко пробить мечом. Абсолютно изможденный Ханьли, наконец, опустился на пол. Так он просидел полдня. Спустя какое-то время он взглянул на мертвых культиваторов, лежащих неподалеку, с мыслью о том, что жизнь культиваторов была чрезвычайно хрупкой. Он почувствовал горечь в своем сердце. Как он встретит свой конец, от рук другого культиватора или в пасти демонического зверя, после того, как он полностью отдохнул? Ханьли сначала забрал талисман сокровища маленького жезла, а затем обыскал сумки мертвых культиваторов. Наконец, он осторожно приблизился к транспортной формации. Его взгляд непрерывно мелькал между радужным скелетом и командным медальоном. Медальон Великого Смещения. Так называл его Лу Тиньмен, подумал Ханьли, глядя на него.